Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина вами интересуется? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот смотрите, у вас проигрывается женщина, но опять же, это женщина настоящая или прошлое? Давайте уточним. Смотрите, проигрывается ситуация, когда, да, вы сейчас на расстоянии однозначно, но эту женщину вы до конца не отпустили. Вот абсолютно не забыли, да? Вы можете рассказывать это всем и вся, что нет, не хочу, не буду. Но вот ваша подноготная как бы налицо. Несмотря на то, что вот у вас было какое-то противодействие с этой женщиной, это была агрессия, противоборство, да, вот вы с одной стороны вы не хотите ее не видеть, не слышать, вам плохо от того, что она сделала либо сказала. С другой же стороны, у вас проигрывается ситуация, что вы все равно не можете ее выбросить из сердца и из души. Понятное дело, что если человек с вами был какое-то время, тем более если это были многие годы совместно прожитые, да, то так просто человека не забудешь. И вам вот эта ситуация не дает покоя. С одной стороны, вы уже нацелены на новые отношения. Вот казалось бы, вам хочется поскорее встретить новую женщину. Вам хочется поскорее начать уже новые отношения, либо же семью, чтобы у вас появилась новая семья, да? Но, тем не менее, вы, с другой стороны, вы не можете вырвать еще ее из души и сердца. Вы очень ждете новый шанс, новый судьбоносный шанс именно в отношении новой женщины. Вот вы хотите, чтобы вот сами высшие силы вам послали эту женщину, но пока вот я ее не вижу. Вы, в принципе, готовы уже к новым отношениям. Хоть еще вам так на душе еще не очень комфортно, кошки скребут, да, периодически бывает уныние такое накатит, но вы готовы к новым отношениям. Также еще, смотрите, у вас может у некоторых проигрываться сейчас финансовые проблемы. Это могут быть либо же урезание зарплаты, задержка зарплаты, какая-то, я не знаю, недоплата, ну то есть... Кстати, большая трата тоже может проигрываться, после которой у вас не очень много денег осталось. Ну, то есть купили что-то, допустим, дорогостоящее, либо куда-то потратили, вложили большую сумму, и теперь у вас, ну, как бы осталось не очень много денежек до следующей зарплаты. Может проигрываться и такая ситуация. Вы такой человек, который, вот несмотря на то, что вы, да, вы сильный, смелый, но в то же время вы очень мягкий. Вы как мужчина, вот есть такая мягкосердечность в вашем характере. Но я скажу, что есть также у вас черта, что вас лучше не обижать. Вот если вас тронешь, вы можете так отбрить человека, да, ну то есть так отшить. Ну, острый язычок у вас также присутствует. Но опять же, я повторюсь, это если вас достать. Так-то вы не будете ни агрессии, ничего такого плохого проявлять, но на место поставить вы можете. Вот если начать вам мозги выносить, если какие-то претензии предъявлять, то ваше терпение очень быстро заканчивается. Есть такой момент у вас. Так, смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Что же за дамочка пожаловала? Так, интересно, интересно. Смотрите, пришла женщина, я как-то даже задумалась, а не из прошлого ли это она? Нет, я сразу думала, что это бывшая пришла. Нет, это новая женщина, которая в вас тайно влюблена. Но вот она такая, знаете, по характеру, вот, ну, холодноватая. Холодноватая, может даже проигрываться воздушного знака зодиака. Это женщина темноволосая, со светлыми глазами, скорее всего, может быть.
среднего плюс-минус ваш возраст, ну такой средний, я думаю, скорее возраст, там 40 плюс, может быть 35 плюс. Такая вот, которая не будет показывать особо своих чувств. Это женщина, которая будет всегда бороться, если она что-то поставит, вот, ну как бы своей целью поставит, да, она будет до конца идти, она очень целеустремленная, очень упертая в каком-то смысле. Она может еще проигрываться, ну, таких даже каких-то государственных профессий, да, вот может она где-то работать в таком учреждении, но там, где довольно такая серьезная дисциплина может быть, очень такая непростая она. Ну, опять же, будем смотреть, что будет дальше, да. Смотрите, женщина, которая в своей жизни, она много чего пережила. У нее очень непростой был раньше период в жизни. Это было связано и с мужчиной. Какой-то период вот она просто крутила романы. Вот у нее были мужчины, да, вот была семья, но на самом деле вот ей хочется любви. Она ждет любви, она ищет любви. Но как бы вот она для себя поставила такое, знаете, вот, ну, не то чтобы целью, но вот она решила после того тяжелого периода, который у нее был в жизни, с мужчиной, естественно, этот период был связан, это могут быть развод, разрыв, да, вот она просто вступала в романы, вот как бы просто забыться, отвлечься, такие ни к чему не обязывающие романы. У нее был период, но потом ей это поднадоело, и она вот стала больше нацелена на серьезные отношения. Вот ей хочется любви, ей хочется мужчину, который будет ее любить, и она его полюбит. То есть, ну, дама нацелена на серьезные отношения. Далее. Она вас знает, вы, в общем-то, знакомы. Она интересуется вами. Давайте каким образом интересуется. У вас есть какой-то общий знакомый. Вот, я не знаю, это может быть и по работе, это могут быть где угодно вот эти ваши пересечения, да, ну то есть человек, с которыми она общается, и вы общаетесь. То есть, смотрите, еще может проигрываться ситуация, что вот этот, ну, возьмем так приблизительно, пусть там ваш знакомый, какой-то друг, приятель, который ее знает, да. То есть, может еще быть такая ситуация, что вот ваш друг, допустим, рассказал ей, да, вот, ну, как бы так сватал, по-хорошему так сватал, может быть, он просто мог сказать, что вот у меня есть приятель, да, давай я вас познакомлю, в таком духе. То она, конечно, она заинтересовалась. Может и такая ситуация проигрываться. То есть этот ваш друг, приятель, может быть и сосед, может быть и коллега, да, ну то есть кто-то из вашего общения. Он во всех красках вас разукрасил, и что у вас и деньги есть, да, и что он рассказал, в принципе, о вас много чего. И что вам плохо, грустно, да, что вы разошлись, что вы одинок, что нету рядом женщины. Ну, то есть она не на шутку вами заинтересовалась. Но вот она как-то не решается. Вот у нее много страхов тоже, несмотря ни на что, у нее тоже осадок остался. Вот она как-то не решается к сближению пока. Почему не решается? Вот что ей страшно, чего она боится? Чего она боится? Она боится вот каких-то разочарований, обмана, боится, опять же, смотрите, вот проигрывается такая ситуация, что с одной стороны ей хочется, да, вот любви, но с другой стороны она себя пока сдерживает, сдерживает от того, чтобы вот дать согласие на знакомство с вами, да, то есть ваш друг ей предложил, давай вот познакомлю. Но она вот их и заинтересовалась, а с другой стороны как-то и страшновато. Она боится предательства, она боится обмана. Ну, то есть, опять же, эти все осадки вот из прошлого, которые постоянно вот пребывают с ней. Давайте посмотрим, что же будет дальше все-таки. Согласится ли она на дальнейшее знакомство с вами. Да, чуть пройдет время, чуть пройдет время. И это будет знакомство очень такое спонтанное. Причем после этого знакомства и у вас, и у нее идут кардинальные перемены в жизни. Кардинальнейшие перемены. Причем, знаете, вот у вас
мужчина, вот этот общий ваш знакомый, ну, друг, да, условно возьмем, друг-приятель, он как-то так подстроит ваше знакомство, что вы не будете знать, что вот вы идете знакомиться. Ни она не будет знать, ни вы. Ну, то есть, знаете, вот какую-то такую ситуацию создаст. Он может, допустим, вас одновременно пригласить в кафе, к примеру, либо же еще куда-то пригласить, и там вот вы уже познакомитесь. То есть это будет такая вот подстроенная ситуация, чтобы очень непринужденно все прошло, потому что, ну, насколько я знаю, многие люди, ну, не очень любят, когда их знакомят. Уже вроде бы все взрослые, да, вот это Маша, это Даша, ну, то есть вот эти все штуки, да, взрослым людям не очень нравятся и не очень комфортно себя чувствуешь. А когда вот это реально в непринужденной обстановке, тогда уже проще. Причем будет, да, вот как-то вот заманит этот ваш друг, приятель или же коллега. Вот он заманит, что вот эта женщина при знакомстве, она так намарафетится, вот как-то она будет собираться чуть ли не на праздник какой-то, да, вот. То есть ей предложат прийти куда-то, что она будет, ну, вся из себя такая, она очень вам понравится. У вас будет однозначно знакомство, но это будет через какое-то время, это будет не в ближайшее время, потому что вот она еще не очень-то готова. Ей хочется, она вами заинтересовалась, вот именно по рассказам. Она заинтересовалась, она очень хочет познакомиться, но внутренне пока не готова. Какие же будут у вас отношения? Посмотрите, шикарные. У вас выпадает, ну, чуть ли не семейная карта, да, полная гармония. То есть это гармония, начиная от души, тела, да. Это, знаете, когда люди на одной волне. Когда люди имеют одинаковые цели, когда люди дышат одними и теми же желаниями. То есть, смотрите, вот после вот этого вот знакомства у вас очень активно начнут развиваться отношения. Очень активный период начнется в вашей жизни. Она вам тоже безумно понравится. Женщина, которая вот, ну, чуть ли не с первого взгляда вот вас покорит. Уже здесь вы будете проявлять свою инициативу, потому что, ну, как бы уж слишком сильно она вам понравится. И ее, я вам скажу, ее страхи тоже вот как будто улетучатся. Вот вы раззнакомитесь, да, и вот эти страхи, сомнения, они как будто вот исчезнут, как будто их и не было. Поэтому такая интересная история, да, вот когда вас вроде бы, ну, сведут, да, вот сосватают, так сказать. Напишите в комментариях, были у вас такие ситуации или нет, когда вас, может быть, сватали, там, родственники, друзья, приятели, еще кто-то. Потому что, ну, в принципе, есть такие истории, когда людей знакомят, и они потом долго и счастливо живут, и в этом ничего плохого нет. Просто вот морально себя не очень комфортно при знакомстве люди чувствуют. А так, в принципе, ну, я думаю, не очень-то и важно, где и как знакомиться, да. Главное, чтобы люди нашли общий язык, чтобы люди понравились друг другу, и в конце концов, чтобы людям было вместе хорошо и комфортно. Вот как-то так. Поэтому все у вас будет хорошо. Эта дамочка уже вами интересуется, да? Но вы пока ждите. Ждите, пока она будет готова внутренне, и тогда вот наступит тот момент вашего счастья, когда вы разнакомитесь, и все будет у вас полететь на крыльях любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!